Это должен был быть обычный перелет из Чикаго в Денвер. Пассажирский лайнер региональной авиакомпании был почти заполнен, на борту находились бизнесмены, студенты, семьи с детьми, пожилые супруги. Среди них Эмбер, женщина средних лет в светлом пальто с книгой в руках, которую она так и не открыла. За иллюминатором сияло солнце, но внутри нее царила пасмурная тишина. Когда-то Эмбер была выдающимся пилотом, лучшей в своем отряде. Но 8 лет назад все изменилось во время учебного полета. По вине инструктора произошла катастрофа. Эмбер выжила. Ее муж, тоже пилот, нет. С тех пор она больше не садилась за штурвал. Летала только как пассажир, чужой человек в небе, которое когда-то было ее домом. Рейс должен был длиться чуть более 2 часов. Но спустя час после взлета в салоне начали мигать индикаторы, тревожно зашептались стюардессы. Через несколько минут второй пилот выбежал из кабины в полном отчаянии. Командир без сознания, отказ электроники, самолет теряет управление. Он кричал, спрашивая, есть ли среди пассажиров кто-то с летным опытом. В салоне воцарилась гробовая тишина. Эмбер сидела с закрытыми глазами. Она снова почувствовала то самое забытое ощущение, холодную, сосредоточенную решимость. Она поднялась. «Я умею летать», — произнесла она. Ее сразу провели в кабину. Системы работали с перебоями. Автоматические режимы были отключены, штурвал реагировал нестабильно. Эмбер села в кресло капитана, включила ручное управление и запросила координаты ближайшего аэродрома. До Денвера оставалось недалеко. Шанс на спасение еще был. Но система посадочного шасси отказала. «Будем садиться на брюхо», — спокойно сказала она. В салоне паника, страх, молитвы. В кабине сосредоточенность, молчание, точные действия. Эмбер вела самолет по приборам, как когда-то давно, когда небо было ей родным. Снижение, выравнивание, последний маневр. Взлетно-посадочная полоса была уже видна. Контроль скорости, корректировка угла, запуск реверса двигателей. Затем удар. Искры, скрежет металла, торможение. Самолет не перевернулся. Все 220 человек остались живы. Когда Эмбер вышла из кабины, ее одежда была испачкана, лицо закопчено, но спина оставалась прямой. Люди смотрели на нее, как на героиню. Она лишь произнесла: «Сегодня я снова стала собой. Этого достаточно». На следующий день ее история облетела все новостные ленты. Но Эмбер исчезла из публичного поля. Она не дала ни одного интервью. Поговаривали, что она устроилась преподавателем в авиационную школу неподалеку от Боулдера. Учила курсантов и повторяла одну фразу: «Неважно, как глубоко ты упал, важно не забыть, как снова подняться в небо». Если вам понравилась эта история, поставьте лайк и подпишитесь, впереди еще много удивительных рассказов.